Всем привет, у меня очередная посылочка с Алиэкспресс. Здесь у меня находятся смарт-часы. Распаковываем, смотрим, что пришло. Так, ладно, вскрываем так и достаем. Сами часы поставляются вот в такой упаковке. Как видим, чуть-чуть при транспортировке замялось, но это ничего страшного. Сейчас будем смотреть, что пришло внутри. Открываем комплектацию, пробегаемся сразу, смотрим. Данная инструкция на английском и китайском языке, поэтому в дальнейшем подключении часов она нам не поможет. Единственное, нам надо будет вот этот код сканировать телефоном и, соответственно, загрузить ту программу, которая нам необходима. Дальше в комплект поставки идет у нас шнур для зарядки. К сожалению, пока не вижу самого блока зарядки. И также идут сами часы. Часы такого образца, сейчас подробно расскажу их ширину, длину и толщину. И давайте до конца проверим, может все-таки положили блок зарядочки, блок зарядки отсутствует. Итак, снимаю защитную пленочку. Вот такой у нас идет дисплей. Снимаю также защитную пленочку сзади. Распаковка тем самым у нас завершена. Итак, кабель, который идет в комплекте у нас, получается, для зарядки. У него здесь установлены магниты. Данные магниты предотвращают, если полярность не совпадает, подключение, как вы видите, откидывает в сторону. То есть, тем самым вы не подключите зарядку вашу неправильно. Когда полярность магнитов совпадает, соответственно, вы подключаете спокойно к вашим часам, сделаете зарядку. После зарядки отсоединили, убрали в сторону. В корпусе данных часов установлена кнопка. Эта кнопка отвечает за подключение часов. Данной кнопкой вы не сможете выбирать внутреннее меню, то есть вы подключаете, экран сенсорный, управляется очень легко, отзыв идет, как видите, отлично. По данному меню часов мы пробежимся после первого подключения к устройству. Давайте сейчас расскажу подробно, как я говорил уже, про ширину, длину и толщину данных часов. Длина данных часов составляет 45 мм, ширина составляет 38 мм, толщина данных часов составляет 11 мм. Как заявляет продавец в описании, размер данного экрана составляет 1,6 дюйма. Разрешение 240 на 280. Емкость данных часов заявлена 200 мАч. Также, получается, заявленная работа идет до 7 дней. Но я, как понимаю, до 7 дней это, скорее всего, будет в режиме ожидания, потому что навряд ли они столько долго смогут в активном режиме работать. Я думаю, скорее всего, это будет дня 2-3. Уровень также заявленный данных часов IP67. И что еще описывает продавец, но это мы сейчас проверим, приложение DaFit. Также данные часы идет совместимость с устройствами на базе Android от 4,4 и выше. И iOS идет от 9,0 и выше, соответственно. Ну все, подключаем, смотрим наше меню, смотрим весь функционал данных часов. Итак, сейчас пробегаемся по подключению, смотрим. Включаем наш сканер. Я лично это делаю так, можно взять код с устройства, но я беру код, указанный здесь в мануале. Сканирую. Мне предлагают перейти на сайт. Соответственно, я перехожу на сайт, нажимаю. Как видим, перенаправка произошла на Google Play. Действительно, приложение DaFit идет. Устанавливаем. Итак, после завершения установки я, соответственно, выхожу с Google Play. Выключаю свой сканер. Можно, конечно, было в Google Play сразу нажать «Открыть данное приложение», но я хочу показать вам ярлычок данного приложения на устройстве. Вот так он выглядит. Открываем его. Даем все разрешения, которые необходимо. Смотрим меню, пробегаемся. Сейчас нас интересует первое подключение именно часов. Для того, чтобы подключить часы к данному устройству, я захожу в меню Bluetooth. Ионные настройки. В меню Bluetooth делаем поиск данного устройства. Видим, загорелось i13. Нажимаем подключение. Принимаем. Подключение к данному устройству у нас есть. Переходим в меню программы, нажимаем посередине, здесь вот в форме часов кнопка такая. И добавляем наше устройство. Даем разрешение, потому что, как я понимаю, без разрешения оно работать не будет.
Подключаем доступ к местоположению. И происходит поиск устройства. Сейчас мы данное устройство подсоединим. Данное устройство i13 подключаем. Ждем, когда подключится, произойдет сопряжение устройства. Так, как видим, зарядку данного устройства показало. Как видите, поменялось время. То есть поменялось время, дата. Сопряжение данного устройства у нас произошло идеально. Итак, после того, как произошло сопряжение, мы видим изменение даты, времени. Заходим теперь в наше меню, сразу видим по телефону недавние звонки, набирать номер, контакты, то есть это все можем здесь посмотреть. Нет пока последних звонков показывает. Соответственно, можно набрать номер, позвонить кому-то, если вы знаете. Контакты пока не добавились. Дальше смотрим меню ходьба. Данные по сну. Измерение, получается, нашего пульса. Спортивный режим. Получается ходьба в спортивном режиме есть. Бег, велосипед, даже скакалка. Бадминтон, как видим, баскетбол и футбол. Теперь возвращаемся в меню, смотрим, что у нас есть дальше. Погода, но это, я как понимаю, должно произойти до конца сопряжения с устройством. Или, скорее всего, где-то здесь надо выбрать настройки. Смотрим дальше по меню. По меню мы можем также управлять камерой на расстоянии, управлять музыкой, добавлять громкость, менять плеер, следующий, предыдущий трек. Соответственно, все это выбираем. Теперь у нас идет такая менюшка. Почему я говорю, данная кнопка, она никак не управляется. То есть получается, дисплей у нас сенсорный, как вы уже поняли. И мы выбираем, получается, вот так вот пальцем. Или можно выбрать следующим образом. Переходим сюда в меню, заходим в настройки. Здесь можно установить секундомер, будильник, выбрать вид меню. Вот смотрим, вид меню, сотовый и список. То есть можно сделать, выбрать список, и вся та меню, то, что я показывал пальцем одел, получается, будет вот в таком варианте. Или также вернуться назад в данные настройки. И если вам вид меню нравится больше сотовый, то делайте вот такой. И, соответственно, выбирайте в таком вот режиме то, что необходимо вам на данный момент. Итак, по дисплеям. И сразу пробегаемся. Нажимаем. Здесь не будет немного заставок. Выбираю, допустим, такую заставку меняю, если вам она нравится. Также нажимаем, пробегаемся дальше. Можно поставить как часы с датой. Опять же нажимаем, пробегаемся, можно поставить такая. Это стандартные идут, я их просто показываю, что идет в телефоне, предустановка ихняя. Насколько я понимаю, в данных часах также можно будет выбрать свою тему. Как выбрать тему? Мы уже переходим в само меню устройства и смотрим здесь циферблаты. Показывают те же самые циферблаты. Можно взять циферблат с галереи циферблатов. Переходим в галерею циферблатов. Ждем загрузку. И так как вы видите, очень большое количество циферблатов, я их считать по порядку не буду. Я думаю, здесь их более 100 штук. Если кому-то интересно, когда вы купите, можете сосчитать. Но, допустим, я сейчас хочу показать, как выбирать циферблат в данном меню. Допустим, мне понравился, вот этот циферблат. Я его беру и нажимаю «Скачать». Циферблат скачивается на данное устройство, после чего я его смогу выбрать. Вот происходит загрузка. Ожидаем, идет 1%. Довольно-таки загрузка выполняется быстро. Смотрим. Еще когда, кстати, надо будет настроить время, чтобы часы данные горели в указанном диапазоне, сколько необходимо пользователю. Итак, загрузка уже 65%. Ожидаем. Итак, загрузка данного циферблата завершена. Вот он стоит, установился. Сразу могу сказать одно единственное, что, к сожалению, с данного приложения вы можете установить только один циферблат, поменять. То есть установленные их, сколько здесь штук, сейчас сосчитаем. Получается 1, 2, 3, 4, 5. И это получается 6. 5 циферблатов, они так и останутся стоять. Менять вы можете только 6 циферблат. Ну что, по часам вроде бы все пробежал, рассказал, подробно постарался. По самому, получается, меню данной программы
показываю. Здесь шаги за сегодня показываются, сон, пульс, артериальное давление, уровень кислорода, упражнения и протоколы упражнений. Тут получается, соответственно, по самим часам идет будильник, камера, избранные контакты, то есть все настройки. И здесь получается мои данные, то есть это цель установить, сколько шагов пройти, свои данные, то есть пол, там, какой ваш возраст, соответственно, вам предложит режим тренировок, выполнить определенные шаги. Вот такое простое меню данной программы. Что еще по данным часам могу сказать, это сразу, не пугайтесь, когда вы их подключите, первое подключение будет у вас идти не на русском языке. Язык появляется после установки программы, приложение на ваше устройство. Язык автоматически, как вы видели, поменялся на русский. Единственное, что здесь вам еще остается, это сделать настройку, получается, данных часов. Допустим, это что тут идет? Вы можете настроить яркость, необходимую вам. Также вы можете сбросить все настройки, если что-то вы сделали неправильно. Здесь, если вы не хотите скачивать с мануала, есть также код, по которому вы можете скачать на ваше устройство, подключиться. Что еще у нас идет в данном режиме? Стряска, то есть рукой включать или не включать ваше. Я делаю включить. Итак, пробежался по основному меню данных часов, показал вам подробно. Еще что хотел бы сделать акцент. Замена ремешка очень удобная. Здесь идет такой выступ. То есть вы нажали, сняли, поменяли ремешок. Сам ремешок, он не пластиковый. Он идет такой, как прорезиненный. Очень довольно-таки мягкий, удобный. Данная пряжечка ремешка, она круглой формы. То есть она вам не будет впиваться и царапать, соответственно, руку, как есть на некоторых смарт-часах. Данный ремешок одевается следующим образом. Застегивается и вправляется вниз. То есть сейчас покажу на руке, как это смотрится. Данный ремешок для носки одевается следующим образом. У меня рука, кстати, большая, подойдет у того, у кого объемная рука, и также очень много делений, подойдет, соответственно, с маленькой рукой. И он вправляется, получается, сюда внутрь, то есть у вас никак не будет торчать. Довольно-таки удобно на руке. Смотрится вообще хорошо. По основному меню вроде бы я пробежался. Все показал. Единственное, мне остается настроить, это посмотреть в настройках, чтобы данный дисплей так быстро не гас. Смотрим дополнительные настройки. Формат времени. Есть функция «Не беспокоит», напоминание о движении, постоянный мониторинг, допустим, вашего состояния здоровья, управление музыкой, язык. Меню браслета тут автоматически он выбрался, но вы можете также сменить. Очень много предлагается для выбора. Английский, там, китайский, японский, турецкий. Все не буду перечислять. И автоматическая блокировка, то, что меня вот как раз интересует, стоит 10 секунд. Это очень мало. Я ставлю автоматическая блокировка через 20 секунд. Все готово. И сейчас смотрим. Как вы видели, автоматическую блокировку можно максимально выставить 30 секунд. Итак, выжидаем данных 20 секунд. Смотрим, через сколько они погаснут. Вроде бы все пробежался. Постарался рассказать. Если где-то до конца не рассказал, уже, я думаю, вы разберетесь самостоятельно. Поэтому вот такой получился маленький обзор. Что еще хотел бы добавить? Так, все погасло. Посмотрим по времени, сколько действительно прошло секунд. Что еще хотел бы сделать, это сделать такой маленький опрос. Насколько вам интересен, получается, данный обзор и подобная тематика. Если вам данная тематика больше интересна, чем у меня остальные видео на канале, пишите в комментариях. Я буду стараться заказывать подобные девайсы, часы, там наушники на обзор, рассказывать вам про них. Стоит ли брать, как они по качеству, как выглядят. Соответственно, буду стараться в ближайшее время как-то думать, делать прямые эфиры. И, соответственно, разыгрывать данное устройство. Все, на этом, ребята, обзор данных часов завершен. Спасибо за ваш просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.